Все это набирает какую-то ценность только благодаря присутствию преданных. То есть вот конкретно каждая личность, каждый, кто участвовал, помогал, вкладывался сюда, каждый, кто просто хотел, чтобы храм был, даже если физически они здесь не присутствовали по разным причинам. Каждый из этих преданных – это часть всего этого храма. И именно из этих преданных и состоит все, что мы называем храмом. Преданный, по сути, по своей, это тот, кто хочет порадовать Господа, доставить удовольствие Шриле Прабхупаде, Парампаре, Господу. И эта деятельность, которая так или иначе, она вокруг божеств крутится, мы строим для них этот храм. Понятно, что мы используем его для миссии, используем его для того, чтобы проповедовать, для того, чтобы воспевать, для того, чтобы самим практиковать, для того, чтобы встречаться, общаться. Все это нужно, но центром всего этого все равно являются Шиши Гаура Нитая. Это их план, это их забота о своих преданных, это их возможность проявиться в жизни преданных. Я неоднократно говорил, что со строительством этого храма связано огромное количество, как бы это ни звучало, мистических историй. Потому что все знаковые события какие-то, да, все какие-то переломные моменты, они все происходили незапланированно, неожиданно. И, может быть, с точки зрения участников, которые влияли на ход событий, это было как-то естественно. Допустим, какие-то вклады, какие-то пожертвования, может быть, какая-то помощь физическая. Моими глазами это все выглядело как нечто совершенно невозможное. Да? Когда нет никаких объективных причин, чтобы что-то произошло, это происходит. И удивительно, что ты видишь в этом всегда участие Господа, участие Кришны, участие наших божеств, Шрилы Прабхупады. Это очевидно чувствуется. То есть ты просто не можешь ничего с собой поделать, потому что это для тебя становится совершенно очевидным, что их участие в этом помогает другим, уже как конкретным людям, конкретным преданным, конкретным доброжелателям принимать участие. То есть вдохновляться и что-то делать для этого. Вот это удивительно, конечно. Я бы очень хотел сказать и о Говинда Малли Прабху очень много теплых слов, хороших. Несмотря на то, что на стройке чаще всего была напряженная ситуация, и искры какие-то были, летали и все такое, но тем не менее его самоотверженность и его желание служить послужило очень серьезным вдохновением и толчком для многих преданных, и для меня в том числе. Я черпал силы продолжать и делать что-то только благодаря тому, что здесь были преданные, которые хотели этого. И история, как мы Давжилилой заливали крыльцо, как-то мы очень близко не были знакомы, а когда мы с ним заливали крыльцо, он оказался инженер-строитель по образованию, точно не знал, как крыльцо строить, заливать. Мы с ним долго смеялись по поводу этого. Видно, что его интересует распространение книг. Очень восхищаюсь этим преданным. Я думаю так, что Кришна кого-то все-таки готовил, что кто-то взял на себя эту ответственность по постройке храма. Это что-то случилось, значит, и надо Прабху решительно взял на себя такую миссию строить храм. Паркет уже положили, алтарный, красота. Скоро алтарный доделаем. Если ты хочешь познать человека, узнать человека, нужно с ним какое-то время совместно поработать очень плотно, рядышком. Шрила Прабхупада говорил, что очень важно садхусанга, совместная деятельность, вместе петь киртан, вместе что-то строить, вместе о Кришне слушать, разговаривать о Кришне, вместе прасад кушать. Наблюдаешь такую картину, что люди все разные, и ты находишь общие точки соприкосновения. Понимаешь, что красота-то в разнообразии. Самое важное – это отношения. Мы же к ним стремимся, к любви. Совместная деятельность, преданные – это очень сближает. Надо всем все делать вместе, на кухне вместе, киртан вместе. Это очень сближает. Познать мы можем много, узнать, выучить знаний целую кучу. Знаний много,
А теперь вот совместная деятельность. Воскресенье с самого утра на Мангаларате и до последнего киртана. Так вот, мое участие в строительстве, чтобы все, кто как так или иначе соприкоснуться с чистым преданным, могли очень легко нас найти. У нас есть конкретный храм с конкретными браманами, которые, если кто-то придет, могут объяснить, разложить все по полочкам. Это же Шрила Прабхупада хотел, что в каждом городе был храм. Строительство, оно проходило необычно. Все храмы строятся необычно. Тут какой-то план свыше. Александр, он планировал построить дом. У него вообще была мечта, дом на берегу реки. И вот как-то так Господь устроил, что в центре города был участок крайний к Неману, и на высоком берегу, и по Васту. То есть изначально он строил дом для себя, но потом, когда ситуация стала абсолютно неопределенная, вообще будет этот дом или тут снесут его и запретят вообще что-то там построить, он сказал так: Господь, если ты этот проект благословишь, если все пройдет благополучно, я вообще это тебе и отдаю. Вот он так решил, что он пожертвует, и он сдержал свое слово. У Бога есть план. Есть план на здание, это само собой, но есть план на каждого члена общины. В данной ситуации Кришна решил действовать наверняка. Хотя он и так обычно действует наверняка, но всегда дает человеку какой-то выбор в конце. Типа, вот сейчас ты все услышал и поступай как знаешь. Но в моем случае особого выбора у меня не было. Поэтому я в этот проект должен был вписаться и очень счастлив, что я в него вписался. Главную роль в этом проекте сыграли Питамбара Прабху и Ачутананда Прабху. Питамбара Прабху очень сильно поддержал меня, когда мы ходили с ним по инстанциям. Вот это его сукрити, его запас благочестия на самом деле меня очень сильно вдохновил. А Ачутананда довел до логического завершения. То, что мы видим сейчас уже с готовой алтарной, с кухней и со всей этой красотой. Ну и, конечно, все остальные преданные тоже подключились, когда уже свои реальные усилия можно было приложить в этом проекте. Очень счастлив, что все так хорошо у нас получилось. И главное, сотрудничество, потому что без этого у нас бы ничего бы не получилось. Без перерывов мы 2 года практически сейчас здесь заняты полностью строительством. В октябре 2019 года съехали с Шишкина окончательно и начали строить стены, непокрытые крыши. Несколько лет стояли, и это все приходило в запустение. Заросли были жуткие, это был такой заброшенный пустырь, в котором поселились бомжи, наркоманы, и доставляли много беспокойств соседям. Здесь было очень много проблем из-за этого. И тогда мы решили что-то делать. У нас были пожертвования благодаря Дайнатху Прабху, его друзьям с Минска. И благодаря им мы смогли накрыть крышу и поставить окна. И на этом снова все закончилось благополучно. Почти на 4 года стройка остановилась. Очень хочется и Дайнатха Прабху отметить однозначно. Просто невозможно не говорить о нем, потому что как Шакти Господа. Ты его не видишь, но без него ничего не получится. Вы знаете, это говорят об материальной энергии, полубогах, и мы же их не видим. Принимаем в расчет, что они все организуют. И дождь, и солнечный свет, и все происходит, и ветер. Вот Дайнатха Прабху – это наш местный полубог. Его не видно. Его не будет на фотографиях, его, наверное, не будет на видео в строительстве храма. Но без него ничего бы не происходило. Вот ровным счетом вообще, без его энтузиазма. Я помню наш разговор с ним, когда он стал спрашивать о том, какие планы, какие идеи. И я поделился с ним своими представлениями об этом, своим вдохновением, которое на то время у меня еще было. Я реально почувствовал очень сильную поддержку. Искреннее, сильное желание воплотить эту мечту. Его вдохновение, оно до сих пор меня поддерживает. Очень здорово, что Кришна именно через таких людей проявляется.
В один момент закончились средства на строительство. Мы чувствовали, что придется процесс приостанавливать. У меня на следующий день была консультация с моим одним из постоянных клиентов. В конце этой консультации он задал мне очень удивительный вопрос. Дмитрий, а чем я могу вам помочь? Может быть, какие-то есть проекты, которые вам необходимо финансировать? Я улыбнулся сердцем, потому что я понимал, что сейчас, прямо в этот момент, прямо в эту секунду, это мгновение проявляется Господь в судьбе нашей ятры. Только вчера мы говорили о том, что наши средства закончились и что нам будет необходимость приостанавливать наши строительные процессы. Как на следующий день Господь вот таким способом послал человека, который сделал достаточно крупное для этого строительства пожертвование. Дальше он также помогал. Это Алексей Копосов. Каждая история, связанная с такими пожертвованиями, была удивительная для меня. Я видел руку Господа в этом всем каждый раз. Например, я позвонил своему другу, его зовут Вячеслав Казачков, и рассказал про эту историю, что Александр пожертвовал этот дом для ятры, это будет будущий храм, и он вдохновился, проспонсировал все окна. Хочется упомянуть также Дмитрия Витиорца, Дарью Зелент. Они тоже участвовали в постоянном финансировании этого проекта. Они относились к нему с верой. Они видели, какая здесь атмосфера, какая здесь искренность проявляется по отношению к этому служению. Для Господа, если у него такое будет желание, не проблема вообще построить хоть миллиарды храмов, но то, что он хочет от людей, которые стоят на духовном пути, чтобы они умели проявляться в отношениях друг с другом. Все, что здесь происходит, это его милость. На дворе коронавирус, 2020 год, это состояние депрессии, страхов. Что будет дальше? Экономический кризис во всем мире. А у нас в это время строится храм. Многие преданные опасались, что подобный масштабный проект для Гродно это будет повод для раздоров. Это могло быть именно так, могло бы быть. Но вот именно желание преданных удовлетворить Шрилу Прабхупаду, сделать что-то для его миссии, оно объединило преданных разных совершенно, с разным настроением. Что здесь только не было. Здесь были споры, ссоры, и здесь были разные ситуации. Но всегда служение Шриле Прабхупаде выходило победителем. То есть всегда побеждала дружба во всех отношениях. И это очень радостно. Но если говорить уже об этом активной фазе, об активном строительстве, то первым, кто откликнулся искренне, с желанием помогать и участвовать здесь, это был Сахарчук Павел. Он также очень много пожертвований сделал и очень много усилий приложил. Старое здание разобрали и построили новую коробку, а все это старое здание, оно было разбросано по первому, по второму этажу нового здания, то есть везде были деревянные доски. И потихоньку это распиливали, выбрасывали, потом вывозили, распиливали, выбрасывали, со второго этажа распиливали, вывозили. А сейчас ты приходишь и видишь, как все здесь аккуратно, чисто, много места, но тогда это было земля и небо. Сейчас это небо, а тогда это была земля. Непонятно было, с чего начать, что делать, за что тут браться, что тут будет вообще. И перед этим активным строительством храма я уволился с работы предыдущей по состоянию здоровья. И я не хотел, но мне пришлось уволиться. И как только уволился, вдруг началось строительство. Я был свободен как раз таки. Потом, как оказалось, со здоровьем все в порядке. Чайтанья Прабху меня задействовал. Я был рад, потому что надо было чем-то заниматься. Поменял работу за деньги на служение Богу. Приятно. Так Господь устроил. Это была часть его плана. Я чувствую, что Кришна в моей жизни присутствует. То есть он всегда присутствовал, просто я раньше этого не чувствовал, а вот благодаря таким моментам я наконец могу почувствовать, что да, действительно, это правда. То, что говорят шастры, святые люди, что Кришна присутствует в жизни каждого. Когда ты делаешь какое-то служение вместе с кем-то, это очень сильно связывает. Теплота в отношениях, она выстраивается, когда мы служим вместе. Все важно. В Искон менеджмент важен, важны разные проекты, они тоже очень важны. Но мы никогда не должны забывать, что мы это делаем для Шрилы Прабхупады.
В выходные дни, особенно по субботам, собиралось больше преданных. А иногда 10-15 человек приходило. Харасы, смалати, готовили обеды какие-то для преданных. Вся видимая красота храма, она сделана руками Санджая Прабху. Когда вы заходите в храм и что-то вау, вот это точно сделано руками Санджая Прабху. Алтарь, шикарная плитка в холле, да, кухня, все санузлы, все, что касалось облицовки, работы с плиткой, все было сделано руками Санджая Прабху. И так как это самый большой объем отделочных работ, основного декора, то я иногда шучу, что можно вешать табличку. Знаете, как вот у художников они подписывают свои картины. То есть здесь можно просто ставить везде клеймо. Санджай. Все, что мы видим здесь, очень добросовестно, качественно, с любовью сделано. Это сделано руками Санджая Прабху. Люди же не так просто приходят строить храм. Есть какая-то цель, то есть у них какая-то причина есть, почему они приходят. Если это делать более-менее регулярно, то храм начинает восприниматься как твой дом. Ты приходишь домой, что ты дома делаешь. Помимо того, что это твой дом, это еще как-то связано с Господом. С одной стороны, это сближает нас, а с другой стороны, служение в храме, когда делаешь, ты просто делаешь, и тебе не нужно вот эти все мысли, заплатят тебе, не заплатят, сколько это будет стоить. Для сердца очень приятно. Этих беспокойств каких-то материальных нет. Природа преданного служения, она делает тебя счастливым. И даже если ты уже немножко потух где-то в духовной жизни, энтузиазм пропал, то приходишь, что-то делаешь, и жизнь опять начинает появляться. Если мы не служим, то духовная жизнь превращается в формальность. Ты не вкладываешь туда ничего, ты в итоге ничего не получаешь. Если ты хочешь какой-то духовный опыт получить, то ты должен какую-то аскезу совершить для преданных, для Господа. Ты берешь четки, и это совсем другая джапа уже. Уже чувствуешь Кришна тут. А до этого ты просто там что-то тараторил, а сейчас ты чувствуешь Кришна тут. Тогда ты можешь почувствовать, что это действительно жизнь. Что сознание Кришны это не воскресная какая-то программа, а это жизнь, которая каждый день у тебя идет. Занимаясь помощью в строительстве храма, они очищают сердце, потом они приходят, берут четки, они могут почувствовать присутствие Кришны. Это их вдохновляет, это процесс живой. Они там вдохновились, повоспевали, послушали Бхагаватам, появилось желание, давайте что-нибудь сделаем. Опять сделали, это дает силы, чтобы опять углубиться в воспевание и слушание. Поэтому Шрила Прабхупада и сделал тогда такой духовный сэндвич. С утра слушание воспевания Кришны, днем служение, вечером опять слушание воспевания. Самое яркое событие – это то, что этот храм вообще существует. Лет 20 назад мы даже не могли мечтать об этом. Мы обсуждали, мы разговаривали, что хорошо бы иметь храм в Гродно для того, чтобы преданные собирались, пели киртан, прославляли Господа. Шрила Прабхупада, понимая, сколько нужно средств и какие нужно затраты для того, чтобы вот это существовало, лично у меня даже не закрадывалось никакого понимание, каким образом это произойдет, какая-то мистика, что этот храм появился, и что преданные откликнулись и приняли очень большое участие в строительстве храма, в его обустройстве. Кришна дает нам возможность проявить себя и дает возможность послужить Ему, и показывает те возможности, которые открываются перед преданными, если мы верим в Шрилу Прабхупаду, верим в Кришну, верим в своего духовного учителя. Если мы отбросим все наши ложные представления и наше ложное эго и будем сотрудничать и служить своему духовному учителю, то ничего невозможного нету в этом материальном мире. Мечта долгие годы, что у нас будет храм, у нас будет центр, где мы можем на законных основаниях воспевать, проповедовать. И это даст толчок для развития движения в целом. И в нашем городе, и в нашем регионе, и в целом по нашей стране, и даже в целом мире. И быть причастным к этому – удача и счастье для любой души, которая попала в этот материальный мир. Для меня это хорошая возможность сказать спасибо за все служение, в котором меня заняли. Как в небольшой помощи в стройке храма,
так и за пределами этого. Это здорово меняет жизнь. Процесс бхакти-йоги описан самим Шри Кришной и его преданными ачарьями в шастрах. Шрила Прабхупада сделал это доступным для каждого из нас, благодаря чему каждый может практиковать садхана бхакти в своей жизни. Но есть вещи, которые обретаются личностью только по милости Вайшнава. Строго говоря, все понимание происходит по этой причине. Очищение сознания, обретение качеств, квалификации, энтузиазма, веры. Все только потому, что преданный занимает в служении. Это бесценно. Храм построен для совершения санкиртана-яги, которая началась задолго до его строительства, продолжалась во время и совершается сейчас. Все для удовлетворения Господа и проповеднической миссии Шрилы Прабхупады. Для этого мы действуем, для этого принимаем гуру и следуем его наставлениям, что для нас является практическим моментом удовлетворения Всевышнего. Я всегда потрясающе проводил время в кругу личностей из нашей ятры. Они заботились обо мне, давая самое главное и ценное, что может получить человек. Я это стараюсь хранить и развивать. И очень благодарен каждому из вас. Новая ступень в жизни Гродненской ятры. Пусть это место всегда будет прибежищем для каждой искренней души, которая ищет или постигает абсолютную истину. Пусть оно дает воспитание, знания и любовь к Богу. Лалита Мангала – это просто уникальный человек. Столько тепла и доброты, и столько желания служить, вот именно искреннего желания служить. Это просто кладезь какой-то, находка вообще в нашей общине, это просто бриллиант. Абсолютно на высшем уровне реализовала сам принцип преданного служения. Бескорыстная, любовная деятельность, направленная на удовлетворение Шрилы Прабхупады и Кришны. Вот та красота, которая обнаруживается весной и летом, цветов, выращенных ее руками, это все очень сильно впечатляет и очень сильно вдохновляет. Когда строился храм, надо было облагораживать территорию, засаживать все цветами, и мне казалось, что вроде как хватало цветов, смотришь, их не хватает. Хватало немножко денег, и я все думала, где взять, как попросить у преданных, попросить стеснялась, и дома села, медитировала перед Туласи и обращалась к ней, как быть в такой ситуации. И вы просто не поверите, буквально вечером прислали мне голосовое сообщение. Может, вам нужна моя помощь? Он пожертвовал большую сумму денег, и мы закупили очень много луковичных цветов. Они распустились, чтобы можно было предлагать божествам, делать гирлянды с них. И Матаджи одна позвонила тоже, и тоже большую сумму денег пожертвовала буквально в тот день, когда я обратилась к Туласи Махарани. И я понимаю, что на тот момент сам Господь, может, услышал мои молитвы, обращения мои к Туласи, к Господу. Я с каждым разом все время удивляюсь, какие происходят события, если ты искренне обращаешься к Господу. Желание, конечно, у меня служить большое, в храме заниматься цветами. Садили абрикосы, персики, сливы, груши, чтобы можно было Господу их предлагать на алтарь. У человека есть желание, Господь слышит их и обязательно выполняет. Ну, обязательно. Я иногда даже думаю, надо ли думать, потому что Господь все выполняет, все. Главное было бы желание, для кого вы это делаете. Строите вы храм, копаете, садите цветы, убираете, моете, готовите. Это служение. Я вспоминаю очень часто слова духовного учителя. Хотите служить, думайте, каждый день думайте, не спите, думайте, что надо сделать, что вы хотите сделать. Думайте, думайте, не спите. Нету такого, что нет служения, оно всегда есть. Я благодарна духовному учителю, я благодарна Шриле Прабхупаде. Сейчас у нас есть посольство, куда мы можем приводить людей, приводить к Господу. Причиной, почему я решил поучаствовать, это Ачютананда. Когда есть служение, то преданный вдохновляется. У нас сейчас в Искон, в постсоветском пространстве, храмы не так часто строятся, а здесь есть такая удача помочь в строительстве храма. И, конечно, я был вдохновлен. Когда уже алтарную начали как-то оформлять, Ачютананда, он делился, как он это хотел, как видел. И у него просто такие сомнения от плинтуса на потолке. Он не знал, надо делать, не надо, потому что оно красиво, но стоит денег. Я здесь сказал, что надо, Господу надо все самое лучшее. Потом прошло какое-то время, и он уже
принес каталог, и ему вот выбирали эти плинтуса. Если преданный искренне хочет послужить Господу, Господь, Он даст все возможности и средства для такого преданного. Это же взаимообмен. Господу нравится, когда преданные, они вдохновлены что-то делать для Него. И потому Он тоже в этом участвует. Сейчас у вас открытие храма, с чем я вас поздравляю. Как говорится, мы строили, и, наконец, построили. Ура! Но на этом не заканчивается. Вы должны это поддерживать, должны украшать, чтобы люди, которые будут приглашать, они должны вдохновляться, видеть, что здесь служат Господу, и стандарты должны быть высокие. Сейчас вам нужно объединять усилия. Много есть точек соприкосновения для сотрудничества. Благодаря этому служению больше общаться, сближаться друг с другом. Один из основных принципов вдохновения преданных — участвовать в этом проекте, в строительстве храма, так или иначе помогать своим пожертвованием, временем или чем-то еще, и является как раз непосредственное служение Шиши-Гауранитам. Потому что это не такая прямая помощь, там, не красят стены, не делают там какие-то работы. Но благодаря тому, что наши Гауранитаи так прекрасно выглядят, стоят в таких замечательных условиях, несмотря на то, что внешне это еще стройка, но они всегда выглядят величественно и как подобает Господу. Преданные, которые участвуют в этом, они заслуживают всяческих прославлений и очень достойных слов благодарности. Это Амрита Кумари Матаджи, Анастасия, Лалита Мангала. Когда преданные приходят сюда в храм, а когда они приходили на стройку, это даже не выглядело как храм, это была обычная стройка. Бетон снизу, бетон сверху, все серое. Но они заходили в эту небольшую комнатку, стоял прекрасно украшенный алтарь, и там стояли божества в прекрасных одеждах. Преданные видели все это, и они вдохновлялись, и у них возникало желание приближать тот момент, когда мы можем порадовать наших дорогих божеств красивой алтарной, красивым алтарем, добросовестным, прилежным, желанным служением. Я знаю огромное количество людей, которые просто слышали и знают о нашем храме, очень тепло поддерживали и поддерживают, и благодаря их желанию и благословению это также продолжается все.